Приветствую вас! В этом видео рассмотрим культурные отсылки в играх серии Castlevania Lords of Shadow. Мы нашли не только мифологические, но и фольклорные, литературные, исторические, кинематографические источники, что легли в основу игровых образов. Приятного просмотра! Мобы. Вампир. Согласно европейским легендам, вампирами становились люди, умершие неестественной смертью или укушенные другим вампиром. Кроме этого, кровопийцами могли быть хищные птицы, например, стрикс в древнегреческой мифологии, волки, например, варкалак в румынской мифологии, пауки и летучие мыши. Мифологические вампиры обладают магией, привлекательной внешностью, нечеловеческой силой, и единственное их желание – это выпить человеческой крови. Кровь считалась источником жизненных сил и вместилищем души, поэтому получить поцелуй вампира означало расстаться с самим собой. Считалось, что от вампира могут защитить чеснок, солнечный свет, боярышник, крест, святая вода и четки. А уничтожить тварь возможно, если воткнуть осиновый кол в ее грудь, обезглавить и испепелить. Игровые вампиры, в отличие от мифологических и вампиров из классических частей, соединяют во внешности человеческие, прямохождение, основное строение скелета и животные черты. Крылья летучей мыши, когти, острые уши. Они быстрые и сильны, на непродолжительное время могут взлететь. А вот магией пользуются лишь древние вампиры, например, Браунер и Орлокс, или старшие, как Кармила и Лаура. Оборотень. Тех, кто умел превращаться в другое существо, называли оборотнями. Это мог быть человек, становящийся животным, например, богатырь Вальга Святославович умел оборачиваться во льва, в щуку и птицу, а могло быть и волшебное создание, принимающее облик человека, например, славянский огненный змей. Вервольфы или ликантроп – это тот, кто умеет превращаться или кого превратили в волка. Во многих европейских мифах встречаются образы вервольфов. Например, в эпосе о Гильгамеше богиня Иштар превращает своего поклонника в волка. В саге о Вельсунгах Сигмунд и его сын Синфьотли, надев шкуры, становятся волками. В игре присутствуют два вида ликантропов. Те, кто был заражен, названы младшими, а те, кто получил благословение от самого темного лорда Корнелла, старшими или чистокровными. Хоть ликантропы и кусают людей, они их не обращают в себе подобных. Как и мифологические вервольфы, игровые сильны, выносливы, жестоки по отношению к другим созданиям. Варг. Фенрир, Сколь и Хати – огромные волки, способные уничтожить богов, служащие средством передвижения для могущественных из них, именуются в скандинавской мифологии варгами. Это название часто встречается в литературе. Например, в творчестве Толкиена фигурируют огромные волки, на которых ездят орки. А в книгах Джорджа Мартина варгами называются люди, умеющие вселяться в тела других живых существ. Игра предлагает свой вариант варгов – волкоподобных существ с острыми когтями и зубами, способными лазать по отвесным скалам и далеко прыгать. На пути чаще всего могут встретиться варги в сопровождении мелких оборотней, а также варги, оседланные ликантропами. Гуль. Данный образ распространен в арабской, персидской и тюркской мифологии народов, где гули считаются оборотнями, которые принимают облик красивой девушки, чтобы завлечь и убить жертву, или гиен, чтобы быстрее настичь ее. В европейской традиции гули – это трупоеды и расхитители могил. Гули популярны не только в фольклоре, но и в литературе. Например, в рассказах Говарда Лавкрафта можно встретить людей, мутировавших от долгой подземной жизни и употребления в пищу падали. В игре гули – это существа, что некогда были людьми, но из-за поедания гнилой плоти они превратились в чудовищ. Живут под землей и выходят наружу только в поисках пропитания. Когда гули съедают себе подобных, их рвота становится ядовитой, с едкими парами. Наяды. В греческой мифологии нимф водных источников называли наядами.
Они были покровительницами определенного водного объекта – реки, ручья или озера, его душой и воплощением. А потому, если источник пересыхал, то наяды погибали. На болотах в игре слышны тихие женские шепоты, а на воде временами можно заметить расходящиеся круги. Если подойти к таким кругам, Габриэля схватят костлявые руки, опутанные тиной, и потащат на дно болота. Мандрагора. Считалось, что корень мандрагоры, напоминающий человеческую фигуру, является магическим растением. Его использовали в качестве галлюциногена, чтобы постичь все тайны бытия при изготовлении амулетов и зелий. Некоторые верили, что в мандрагоре обитают духи, которые кричат, когда корень вырывают из земли. Данные поверья перекочевали и в литературу. Например, в книгах Джоан Роулинг о Гарри Поттере созревшие мандрагоры способны убить криком. В Castlevania маленькие человечки вытягивают из Габриэля жизненные силы. Победить их нетрудно, но в группах мандрагоры могут представлять особенную опасность. Зомби. Образ восходит к западноафриканским религиозным культам вуду, в которых существует представление о могущественных колдунах, способных воскрешать людей и обращать их в рабство. В современных фэнтезийных произведениях используется образ зомби не только как живого трупа, но и как мутировавшего под воздействием вирусов существа. Игровые зомби – это поднятые некромантами из мертвых. Их тела небрежно скроены из различных тел, а потому можно встретить зомби с несколькими руками или головами. Поодиночке не представляют опасности, однако в большой группе могут стать проблемой. Гоблин. Согласно западноевропейской мифологии, существа, живущие в подземных пещерах и не переносящие солнечного света, называются гоблинами. Они уродливые, их уши и когти длинны, а глаза похожи на кошачьи. У разных народов гоблины ведут себя по-разному. То умеют превращаться в разных существ, то любят подшучивать над людьми, крадут их вещи и драгоценности, то даже завлекают, убивают детей. В игре гоблины проживают на болоте, строят свои дома у подножия деревьев, а при опасности атакуют группами. Они стараются держаться подальше от людей, но при угрозе гоблины становятся воинственными. Их излюбленное оружие – это самодельные бомбы. Тролль. По скандинавским поверьям, тролли живут в горах, в пещерах или в подземных дворцах, вдали от губительных солнечных лучей. Тролли созданы из камня, а потому превращаются в каменные статуи на солнце. Их отличает особенно выдающийся большой нос. Игра предлагает 3 вида троллей – болотные и пещерные, которые отличаются местом обитания и цветом меха, а также маленькие. Последние часто появляются в сопровождении пещерного, не слишком агрессивны, трусливы, а потому нападают группами. На уровнях можно заметить камни, похожие на троллей. Гремлин. Появление и развитие авиатранспорта добавило человечеству новых страхов и суеверий, одним из которых стал гремлин – невидимое существо, ломающее летное устройство. На действия гремлинов списывались необъяснимые технические поломки в самолетах и психические проблемы пилотов. Изначально байки про озорные создания были популярны лишь среди авиаторов, а роман Роальда Даля «Гремлины» сделал их известными по всему миру. В игре гремлины выглядят как маленькие крылатые чертики, дышащие огнем. Поодиночке почти не представляют опасности, но в большой группе очень надоедливые и грозные. Чупакабра. В местных легендах стран Латинской Америки и США встречается существо, убивающее коз и высасывающее из них кровь. Чупакабры выглядят как больные собаки или койоты, но с чешуей на коже и шипами на спине. Одноименный персонаж встречается на протяжении 2 игр. В первой – в качестве наглого плута, забирающего магические силы. Во второй – как помощник и верный слуга. Конечно, этот товарищ крови ни у кого не пьет, но нервы мотает, будь здоров. Выглядит как 4-палый гномик с ярко-голубыми глазами и красными узорами на лице. Владеет магией и телепортацией. Гарпия. Согласно древнегреческим мифам, гарпии – это чудовищные, злобные полуженщины-полуптицы, похищающие детей и человеческие души.
Появлялись в грозу и ураган, распространяли невыносимую вонь и одним своим видом наводили ужас. В замке Дракулы гарпии облюбовали себе глубинные места рядом с комнатами сестер Гаргон. Они летают, обстреливая путников из луков или протыкая их копьями, дабы полакомиться свежей плотью. Голгофианский страж. Холм, на котором по Новому Завету был распят Иисус Христос, называется Голгофой или лобным местом. Сюда Сын Божий нес свой крест, и здесь он собственной смертью искупил людские грехи. Помощники игрового сатаны посылают на улицы города сверхсильных стражей, от одного удара которых может погибнуть даже принц тьмы. Голгофы экипированы в прочную броню и огромный гранатомет, медлительный и глуповатый. Боссы. Огр. Огры – это существа, проживающие в лесах и на болотах, часто не умеющие разговаривать, но чрезвычайно сильные и жестокие. В европейских сказках и легендах представлены как людоеды с необычным цветом кожи и неуемным аппетитом. Некоторые гиганты в фольклоре и в литературе наделяются чертами огров, например, в сказках «Джек и бобовый стебель», «Кот в сапогах» и «Мальчик с пальчик». Габриэль встречает в замке на горе последнего живого огра. Тот давным-давно не вкушал человечины, поэтому решает напасть на воина, используя невообразимую силу и острое обоняние. Мальфос. Именем Мальфос назван вороноподобный демон из книги Иоганна Вейера «Псевдомонархия Daemonium», где он представлен как приближенный к сатане, как тот, кто может быстро построить башню или цитадель, призвать приспешников, уничтожить мысли и желания врагов. В средневековой христианской традиции образ ворона связан с демоническими силами и силами дьявола. В игре же Мальфос – это ведьма, что некогда бросилась с высокой башни из-за того, что ее возлюбленный был убит соперницей. Вороны спасли ведьме жизнь, стали с ней единым целым. В битве с Габриэлем Мальфос бросает в героя яйца, из которых вылупляются полуптицы-полулюди, насылает на него орды ворон и атакует мощным криком. Титан. Наименование титанов отсылает к древнегреческой мифологии, к богам, породившим олимпийцев и павших от их рук. Мифических и игровых титанов объединяет не только название, но и судьба. Война уничтожила громадных созданий, оставив от них лишь воспоминания. В отличие от своих древнегреческих праотцов, игровые титаны внешне напоминают еврейских големов, скроенных из глины и грязи. В игре титаны – это создание жителей подземного города Агарта. Маги-кузнецы изготавливали каменных идолов и вживляли в них руны, при помощи которых управляли титанами. В путешествии Габриэль встречает ледяного титана, способного наколдовывать лед, каменного титана, щедро закидывающего героя глыбами, а также попадает на кладбище титанов, павших в жестокой войне. Драколич. В бестиарии Dungeons and Dragons представлены драконы, прошедшие через ритуал Вечной Ночи, в результате чего душа существа сохранялась в надежном предмете, а тело преображалось, либо укрепляя кожу, либо сбрасывая ее. Драколич обладает сверхъестественной аурой страха, заклинаниями, смертельным дыханием, которые были у него при жизни, и приобретает способность контролировать нежить. Поднятый силой великого некроманта, Драколич из Lords of Shadow выглядит как огромный скелет кистеперой рыбы, летающий в воздухе. В отличие от других титанов, он не был создан в Агарте, однако на его теле можно обнаружить руны, скрепляющие магию некроманта и тело Драколича. Гаргона. Гаргонами в древнегреческой мифологии называли змееволосых женщин, способных превращать в камень тех, кто на них посмотрит. Эвриалы из Фена считаются бессмертными, тогда как всем известная Медуза погибает от меча Персея. Во второй части три сестры помогают принцу тьмы восстановить свои силы. Однако зараженная кровь подчиняет их волю и сливает в единое существо под названием Гаргона. Она громадна, трехголова, и каждая голова ее похожа на змею с зелеными глазами. И если Дракула окажется не слишком проворным,
то может превратиться в камень от ее пронзительного взгляда. Тело Горгоны покрыто прочной чешуей, вместо волос – змеи, а на когтистых лапах – перепонки. Считается одним из представителей титанов из-за своей мощи и роста, однако она не такая неуклюжая, как ледяной или каменный титаны. Левиафан. Образ берет истоки от ветхозаветного Левиафана и угорицкого морского чудовища Латана. Представляется в виде огромной рыбы, жующей собственный хвост, или семиголового змея. Левиафан мог вызвать наводнения и пожары. Ни одно известное человеку оружие не способно победить его. В связи с угрозой существования мира чудовище пришлось устранить. А само наименование Левиафана теперь используется в качестве обозначения чего-то сверхсильного и наиогромнейшего. Во второй Lords of Shadow существо представляет собой громадного кашалота, бороздящего небесные просторы. Сатана использует Левиафана в своих коварных замыслах, поскольку тот владеет бесконечной разрушительной силой, что может уничтожить землю. Каменный голем. Для защиты еврейского народа раввин Лев создал из глины великана – голема. Он послушно исполняет трудные поручения, важные для еврейской общины, и предотвращает кровавый навет. Исполнив волю Создателя, голем превращается в прах, чтобы возродиться через 33 года. Нередко глиняное создание восстает против хозяина и делает то, что по закону преступно для человека. Скроенный проклятой кровью из осколков замка, игровой голем выступает против Дракулы, чтобы хозяин не смел покидать родные стены. В теле голема можно увидеть не только куски стен, но и части башен, лестниц, арок, железных заграждений и скульптур. Кармилла. В 1872 году свет увидела готическая новелла Джозефа Шеридана Le Fanu «Кармилла», повествующая о прекрасной женщине, что втирается в доверие девушек и пьет их кровь. Среди них была главная героиня произведения Лаура, чье имя разработчики использовали для дочери игровой Кармиллы. Образ Кармиллы, коварной вампирши, появился в английской литературе за 25 лет до образа Дракулы. Впрочем, и в игре она была первой, кто получил дар вампиризма. Можно сказать, что Кармилла и Дракула – противоположности. Она более эмоциональна, тогда как он рассудителен и холоден. Вампирша может превращаться в черного кота, Дракула – в пса. Ее внимание обращено к женщинам, его же ко всем. В игре они также противопоставляются. В первой части как добро и зло, а во второй как правда и ложь. В обоих случаях побеждает Дракула. Суккуб. В средневековых легендах можно встретить образ великолепной женщины с перепончатыми крыльями и когтистыми ступнями. Считается, что эти существа используют привлекательную внешность, чтобы выпить жизненные силы мужчины или подчинить его себе. Сладкоголосые, с пылающим взором, они воспринимались как демоны, вызывающие развратные сны, или сам дьявол, возжелавший души. Великолепная женщина, чье тело так и манит поддаться греху, встречается на пути в Castlevania Mirror of Fate. В цветущем саду, окруженная красотками среди шелков и золота, она завлекает Саймона в свой райский уголок. Однако это всего лишь фантазия, полная страсти и желаний. На деле же Суккуб, подчиняясь Дракуле, соблазняет героя, чтобы обезвредить. Роланд де Ронсеваль. Старофранцузский эпос «Песня о Роланде» повествует о битве в Ронсевальском ущелье между армиями Карла Великого и мавров. Оказавшись отрезанным от основного войска, граф Роланд с друзьями и товарищами храбро сражается с превосходящими по численности врагами, однако к тому моменту, как прибывает подкрепление, мужественные рыцари погибают. Первым боссом в нелегком путешествии Дракулы становится Роланд де Ронсеваль, лидер Братства Света середины XVI века. Несмотря на то, что этот паладин бога собрал 500 000 войск на осаду замка Принца Тьмы, привел осадного титана и облачился в золотые доспехи, Роланд разделяет судьбу своего литературного тезки. Кукольник.
Одними из самых известных кукольников в литературе можно назвать Дроссельмейера из сказки Гофмана «Щелкунчик или мышиный король» и Манджафока из сказки Колоди «Пиноккио». Первый кукольный мастер – настоящий волшебник, что дарит детям радость своими творениями, способными оживать. Второй же – хозяин театра кукол, то жестокий и суровый, то добрый и сочувствующий. Создатель игрушек из второй Lords of Shadow соединяет в себе черты двух литературных персонажей. По натуре он мягок, как Дроссельмейер, его любовь в творчестве и детском счастье. Но охваченный проклятием замка, он как Манджафока, готов испепелить героя. В подчиненных у него огромные куклы сэр Волтер де Грей и змей Сорангаторикс, а также многие и многие его кукольные создания. Абаддон. В Ветхом Завете словом «Авадон» обозначается одна из областей ада, а также место могилы для праведных и неправедных. В книге «Апокалипсис» Иоанна Богослова упоминается ангел бездны, царь саранчи Абаддон. Во второй Lords of Shadow во время погони за Виктором Бельмонтом на пути Дракулы появляется огромный рогатый демон, способный не только разрушать здания, но и призывать мутировавших приспешников и извергать яд. Нергал Месламстеа. В аккадской мифологии бог Нергал считался богом войны, изображался с оружием в руках или с чертами быка. Позднее образ Нергала отождествляли с другими богами, например, владыкой преисподней Месламстеа. Кроме этого, Нергал являлся повелителем двух демонов дня, олицетворений дурных событий и штормовой погоды. Второй приспешник сатаны в Lords of Shadow 2 при встрече с Дракулой демонстрирует огромную силу и великое желание уничтожить врага. Игровой Нергал, используя магию, вселяется в 3 статуи повелителей бури – Гром, молния и ветер. Гвидо Шандор. Американский оккультист, сатанист, основатель и верховный жрец церкви сатаны, автор сатанинской Библии Антон Шандор Лавей оставил свой след в популяризации сатанизма в 20 веке. Третий приспешник игрового сатаны, Гвидо Шандор, назван в честь этой знаковой фигуры своего времени. Некромант. Человеку всегда было и будет интересно, что находится по ту сторону жизни. Поэтому практика некромантии актуальна во все времена. В древнем мире некромантом называли тех, кто умеет связываться с духами умерших. Например, еще в Библии упоминается аэндорская волшебница, которая вызывает дух пророка Самуила для помощи царю. Начиная с эпохи Ренессанса, некромантию относят к разряду черной магии и демонологии. В фэнтезийных произведениях некроманты не просто общаются с почившими, но могут призывать их в мир людей, управлять ими, а также питаться энергией мира мертвых, становясь сильнее. Игровые некроманты по способностям близки фэнтезийным собратьям, поскольку призывают толпы зомби и жнецов, а их здоровье измеряется так называемой некротической энергией. Третий некромант превосходит всех по силе и взывает к жизни Титана Дракулича. Смерть. Этот образ является мультикультурным, поскольку во многих верованиях и мифологиях встречается персонаж, переправляющий души в мир мертвых. Однако изображается он не всегда в виде скелета с косой. В мифах богами смерти бывают антропоморфные существа – получеловек, полукто-то, или животное с голосом человека. Именно христианское представление о смерти приносит образ старухи, скелета с косой. Собственно, истинный облик спутника Габриэля Зобека и есть смерть. Повелевая душами, он может заключать с умершими сделки, даровать им магические силы. В битве против Дракулы кастовать живых трупов и размахивать своей вездесущей косой. Интересно, что в обеих частях Зобек выступает в качестве последнего рубежа до настоящего зла – сатаны. Сатана. Христианская мифология подарила нам образ наивысшего зла, величайшего преступника всех времен, противника небесных сил – сатану. Он принимает разнообразные облики для склонения человека к греху, использует небывалые инструменты для испытания веры.
и главное его стремление – низвергнуть Бога с небес. В обеих частях игры сатана придерживается своей цели – отомстить Создателю и вернуть свое место на небесах. Прибегая к хитрости, нечестивый руководит Зобыком как марионеткой, использует Габриэля в своих коварных планах. Однако герой не предает свою веру, не идет на поводу лживых речей сатаны и дважды храбро выступает против него. Герои. Мария. Прекрасная невинная дева, узнавшая от архангела Гавриила о рождении Сына Божьего, смиренно принимает свою судьбу. Она часто сопровождает Христа, находится рядом с Ним в самые сложные моменты Его земной жизни. Богородица представляется поддержкой нуждающимся и утешительницей горюющих. Игровая Мария хоть и не рождает Мессию, но с бесконечной верностью любит Габриэля до и после смерти, помогает ему исполнить предназначение. Несмотря на то, что ее муж отворачивается от Бога в конце путешествия, убивает собственного сына и воскрешает его, она продолжает поддерживать Габриэля и любить его. В облике Марии нет черт христианской предшественницы. Голова не покрыта, а на белоснежном платье заметны кельтские символы, пояс украшен рисунками солнца. Баба-Яга. В фольклоре Баба-Яга служит не просто персонажем, пугающим бедных детишек, мучающим уставших путников и смеющимся над прелестными девушками. В славянской мифологии эта страшная, хитрая, жестокая женщина считалась проводником между миром живых и миром мертвых. Поэтому многие пришедшие к ней могли получить волшебные предметы, не принадлежащие обычному миру. Или после пройденных испытаний им открывалась дорога туда, куда ранее доступ был закрыт. Игровая Баба-Яга поддерживает репутацию фольклорной и успешно справляется со своей функцией. Она отправляет рыцарей братства за ключами и синей розой, достойным позволяет пройти дальше, а иных убивает и съедает. Габриэлю она представляется в виде старой ведьмы с костяной тростью и черепами на спине. Пан. В древнегреческой мифологии бог Пан был связан с пастушеством и скотоводством. Образ доброго бога, почитающего животных и природу в целом, отразился в образе Фавна, италийского божества природы. Пан и Фавн изображались как люди с козлиными рогами и ногами. Как и в греческой мифологии, Пан в игре является хранителем лесных существ, а также защитником озера Забвения, где живые могут общаться с мертвыми. Он помогает Габриэлю, принимая облики коня и орла, несмотря на то, что знает, что он совершил и что еще совершит. Пан играет роль того самого мудрого старика, что учит молодого безалаберного паренька, видит его старания и однажды жертвует собой ради его благополучия. Облачаясь в доспехи Серебряного воина, Пан испытывает героя, чтобы тот доказал свое достоинство быть на земле некромантов. Агрей. Древнегреческий Пан имел множество прозвищ и имен, а также себе подобное окружение. Например, Пана также называли Номием и Аргеем, брата Пана – Агреем. Греческого бога Аполлона, как покровителя охоты, называют Агреем. Во второй Lords of Shadow игрок узнает, что истинное имя Пана – Номиос, а его брат Агрей желает мести за смерть родственника. Облик Агрея лишь рогами напоминает Пана, в остальном же противоположен ему. Он высок, худощав, голова в виде черепа, кожа с текстурой дерева, красные сухие листья на поясе и загривке. В отличие от Пана, Агрей не умеет превращаться в иных животных, однако некоторые его атаки сходны с атаками брата в виде Серебряного воина. Фредерик фон Франкенштейн. Фамилия этого упоминаемого персонажа отсылает к роману Мэри Шелли «Франкенштейн или современный Прометей» 1818 года. В нем главный герой, ученый Виктор Франкенштейн, постигает тайну зарождения жизни и оживляет существо, созданное из трупов. Изучение таинственного и запретного приводит Виктора к тому, что чудовище лишает своего создателя близких людей и рушит его жизнь.
Игровой ученый также не чуждался поисками запрещенных знаний и экспериментов над жизнью и смертью, над существами разной природы. Он создал машину времени, цветовую обсерваторию, электрическую лабораторию и механического монстра, скорпионоподобного существа с ядром в виде ребенка. За свои жестокие эксперименты Франкенштейн был наказан кормилой пожизненным пребыванием между жизнью и смертью. Доктор Эммет Марон. Фредерик фон Франкенштейн, создавая машину времени, вдохновлялся работами ученого Эммета Марона, который изучал особенности и природу времени. Слово «марон» с французского обозначает «коричневый», на английском «браун». Таким образом, имя доктора отсылает к персонажу фильмов «Назад в будущее» Эммету Доку Брауну, изобретателю и одному из первых путешественников во времени. Зобек. Предположительно, имя одного из основателей братства произошло от имени древнеегипетского бога Собека. Крокодилоподобный бог отпугивает силы тьмы и является защитником богов и людей. Молодой Зобек и Зобек в облике человека делает вид, что защищает человеческий мир, запечатывая забытого, что миссия Габриэля – спасение рода людского. Однако Зобек выступает против Кормилы и Корнелы, как и его древнеегипетский собрат, нередко идет против богов Ра и Осириса. Согласно мифу об Осирисе, Собек исцеляет умершего повелителя мертвых, возвращает его к жизни. Точно так же и Зобек в образе великого некроманта может воскрешать других, чтобы сделать их своими последователями. Габриэль. Имя зачинателя родословной на английский манер звучит как Габриэль, а на русский – Гавриил, и означает оно «сила Божья» или «помощник Бога». В иудаизме Гавриил – это ангел смерти, который приходит за праведниками. В христианстве – владетель тайных знаний Бога, вестник рождения Сына Божественного и смерти Богородицы. В исламе Джабраиль – главный посредник между Аллахом и пророками. Именно через него было ниспослано Мухаммеду откровение – Коран. В игре Габриэль выполняет миссию во имя Бога, или он думает, что во имя его. Главное его оружие – убийца вампиров, внешне выглядит как крест. Одно из второстепенных оружий – это святая вода, а крылья, полученные после битвы с Кормилой, белого цвета и называются серафимовы плечи. То есть многое говорит о том, что Габриэль и есть посланник Бога. Однако в его святость верится с трудом, ведь Бельмонт убивает собственную жену, сына и даже последнего потомка. Он одновременно находится между миром людей и Богом, между человечеством и силами тьмы. Дракула. Румынское прозвище Дракула, что означает «дьявол» или «дракон», закрепилось за валашским князем Владом III Цепишем. Это историческое лицо стало прототипом для образа антагониста романа Брэма Стокера «Дракула». В отличие от мифологических вампиров, граф притягателен, аристократичен, необычайно умен и образован. Он, как и его товарищи по судьбе, может создавать новых вампиров, однако при этом образуется телепатическая связь между ним и жертвой. Габриэль, приняв кровь старшего вампира Лауры, становится принцем тьмы и нарекает себя Дракулой, драконом. Кроме его кровососущих пристрастий, он может внедряться в другое существо, повелевать крысами и летучими мышами, использовать телекинез, огненную и ледяную магию, обретать туманную форму и даже превращаться в дракона. Алукард. Под именем Алукард в стародавние времена скрывался сам Дракула, дабы отвести подозрения от своей персоны. Однако самым известным носителем этого имени является сын Дракулы, что в классических играх выступает против отца и его злодеяний. В перезагрузке сын Габриэля Тревор является двойником отца. Его ведет любовь, он такой же волевой, целеустремленный, готовый за правое дело убить полчища чудищ и главного злодея. Несмотря на то, что сын ненавидел ужасное существо в виде Дракулы, но любил мать и где-то глубоко в душе отца, Алукард приходит тому на помощь во второй части. Примечательно, что вампирический облик Тревора противоположен облику Габриэля. У первого белые волосы, у второго черные.
черные и белые яблоки глаз, желтая радужка, красная радужка, кожа на лице в трещинах, идеальная кожа. На руки надеты перчатки, руки голые, синий плащ, красный плащ. Саймон. Имя Саймона переводится как «Бог услышал» или «услышанный». Он, как и один из библейских персонажей, является отцом огромного колена. Правда, о том, что оно существует, Габриэль узнает во второй части игры. Впрочем, игровой Саймон такой же жестокий, как и Симеон, сын Иаков, поскольку оба яростно желали отомстить. Первый за смерть отца, второй за бесчестие сестры Дины. Габриэль, Тревор и Саймон раскрывают постоянный фольклорный мотив противостояния сына отцу. Многие знают истории, где отец борется с сыном, но узнает о их родстве только после победы. Например, в «Одиссее» Гомера, в былине о Илье Муромце и его сыне, в сагах о Кукулине. Однако в игре этот мотив становится двойственным и ломается, потому что Дракула, не зная о родственной связи с Тревором, убивает того. В битве против сына и внука дает себя победить, и лишь Саймон не подозревает, что бок о бок сражается с отцом против деда. Локации. Агарта. В эзотерической и оккультной литературе упоминается подземная страна, где живут высшие посвященные, хранители традиции, истинные учителя и правители мира. Якобы с поверхности Земли по подземным ходам можно пробраться внутрь планеты, где и располагается Агарта. Однако доступна она только избранным, достойным особого знания. И избранных этих миллион. Ими правит фигура, обладающая магической силой и передовыми технологиями. Игра сохраняет дымку таинственности вокруг подземного города, где некогда проживал народ, создавший величественных титанов. Его знания и достижения были утрачены из-за войны с оборотнями, а единственная выжившая агартийка, владевшая телепатией, погибает от рук судьбы. Озеро Забвения. В некоторых поверьях реки и озера становились местами, разделяющими миры мертвых и живых. Здесь герой часто сталкивался с хранителем, получал наставление и волшебный предмет, и начинал свое приключение. Души попадали в загробный мир по рекам. Например, в древнегреческой мифологии лодочник Харон вез почивших по реке Стикс. В синтоизме мертвые могли добраться до преисподней по реке Санзу и по ней же вернуться на землю. В славянской мифологии за морем-океаном жили чудовища, с которыми герою предстояло сразиться – Змей Горыныч или Кощей Бессмертный. Прежде чем попасть к озеру Забвения, Габриэля испытывает Пан, предлагая решить загадку. На самом озере препятствием становится ледяной титан, вдруг пробудившийся ото сна. И лишь победив его, герой может увидеть дух возлюбленный и узнать свой будущий путь. Обмундирование. Убийца вампиров. Как ни странно, но цепное оружие – это не придумка разработчиков. В феодальной Японии использовали оружие, состоящее просто из цепи с грузами на концах – манрики, из деревянного или железного посоха с цепью – чигирики, из двух палочек, соединенных цепью – нунчаки, а также из серпа, цепи и груза на ее конце – кусаригама. Близкими к игровому цепному оружию Габриэля можно назвать уже упомянутую кусаригаму и китайскую цепь дзебянь. Однако абсолютных эквивалентов убийцы вампиров найти не удастся. Во-первых, его конструкция оставляет желать лучшего. Предполагается, что несколько метров цепи хранится в металлическом корпусе оружия. Это значит, что убийца вампиров весит прилично килограмм, и за десятки часов путешествия у простого человека отвалились бы руки таскать такую махину. Во-вторых, недостатки функционирования на деле разочаровали бы вас. Выброшенная цепь не всегда идеально бы возвращалась на свое место, застревала бы в теле врага или била героя по рукам. Серафимовы плечи. В иудейской и христианской традиции ангелов, наиболее приближенных к Богу, называют серафимами. Чаще всего их изображают в виде ликов с 6 крылами, 2 из которых закрывают глаза, 2 – ноги, а оставшиеся 2 помогали летать.
Повелительница вампиров Кармилла владела серафимовыми плечами, артефактом, позволяющим владельцу летать. После победы над ней Габриэль завладевает плечами, однако теперь они лишь помогают совершать двойной прыжок. Зеркало судьбы. Как артефакт, волшебный предмет, зеркало встречается во многих народных и литературных сказках. Его особая сила берется из веры в то, что зеркало соединяет человеческий и потусторонние миры. Например, зеркало может показать самую красивую женщину на планете, как в сказках братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов» и Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Зеркала могут искривлять реальность, как в повести Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал» и в сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Кроме этого, зеркало может стать порталом в другой мир, как в сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье». А в некоторых мифологиях встречается волшебное зеркало, способное показывать прошедшее, настоящее и будущее. Например, оно служит атрибутом японской богини солнца Аматерасу и греческого бога виноделия Диониса. В играх Lords of Shadow огромное зеркало в тронном зале замка способно не только показывать будущее, но и переносить героев в различные миры. Все члены семьи Бельмонтов являлись хранителями осколков зеркала судьбы – Тревор, Саймон и спустя множество поколений Виктор. Собрав его части, Габриэль уничтожает зеркало, решив, что теперь он будет сам вершить свою судьбу. Руны на шкале. Во время битвы в нижней части экрана выводится шкала концентрации, позволяющая определять состояние Габриэля для получения энергетических орб. В первой части на шкале начерчены руны, сходные со скандинавскими. А во второй руны становятся похожими на буквы клингонского языка, искусственного языка сериала Star Trek. Возможно, разработчики хотели подчеркнуть временную границу между частями – раннее средневековье и далекое будущее. Несомненен тот факт, что первая часть Lords of Shadow равняется на своих предшественников и многие образы берет из классических частей. Поэтому большая часть заимствованных из различных произведений образов тянется еще с первых игр. Зомби, голова медузы Горгоны, чудовище Франкенштейна и Дракула из первой Castlevania. Оборотни из Simon's Quest, Алукард из Dracula's Curse, големы Кармила и Лаура из Rondo of Blood, варги, гремлины, Мальфас и Суккуб из Symphony of the Night. Вторая часть продолжает традицию первой, сохраняя основные заимствования, при этом уменьшая общее количество отсылок. Конечно, в ней появляются новые образы, например, Ролан де Рансеваль, Агрей, Нергал, однако их мало в сравнении с первой частью. Какие-то образы остаются нетронутыми, какие-то изменяются. Например, циклопы из классических частей переродились в огра, пещерный тролль из Symphony of the Night стал чупакаброй. Мандрагора в некоторых играх появляется не в качестве врага, а в качестве предмета. Кукольник прежде и сам был куклой. А гули в Dawn of Sorrow не атаковали, а шли на героя бесконечной толпой. Кое-что разработчики добавили, расширив и бестиарий, и список заимствований. Например, до Lords of Shadow не встречались наяды, гоблины, тролли, а также Баба-Яга, Пан и сам Сатана. С их функциями или способностями могли быть другие персонажи и враги, однако в таких обликах, с такими именами, они встречаются именно в играх Lords of Shadow. И подытожим тем фактом, что игры перезагрузки, как и классические части, по большей мере опираются на европейскую мифологию и литературу. Это многообразие разбавляют отсылки к христианским источникам. Мы постарались собрать все культурные отсылки в данном видео, но если же вы заметили, что мы что-то пропустили, пишите об этом в комментариях. А на этом наше видео подошло к концу. Благодарим вас за внимание, за лайки и комментарии, подписывайтесь на канал и увидимся в следующий раз.